Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же скорые перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, такое ощущение, что у вас в душе зима и гололед. Не хватает эмоций, не хватает тепла, нежности, любви. Причем у кого-то проиграется, что уже довольно длительный период. Вот знаете, казалось бы, вы человек, который может много чего дать женщине, да? Но вот как-то не складывается. Вот не складывается. Отношения рушатся. У кого-то из вас проиграется, что длительный период вы не можете то ли начать новые отношения, то ли они очень быстро у вас разваливаются, да, либо же вы уходите от женщин. У кого-то женщины непонятно как исчезают, да, вот вроде бы из отношений. Поэтому вот как-то есть моменты отчаяния, есть моменты разочарования и в женщинах. У кого-то из вас опустились руки вот по поводу личной жизни, да. Хотя на самом деле хочется, вот как эти два попугайчика, да, вот хочется иметь пару, хочется иметь любовь, да, не просто пару, а надежного такого человечка рядом, с которым можно и в радости, и в горести. Причем вы такой человек, который может, ну, реально подарить, залюбить, задарить, да, вот как угодно называйте. Я не имею в виду, что вы там будете золото, бриллианты дарить, нет. Хотя кто-то из вас может себе это, конечно же, позволить, у всех разные доходы. И не забываем, что это общий расклад. Но вот знаете, вам настолько не хватает вот именно женской нежности, потому что я вам скажу, что даже та женщина, которая у вас была раньше, может быть, даже не одна женщина была, но вот как-то особого тепла вы от них не видели. Ну, может быть, в самом начале отношений, да, там, когда вроде бы там любовь, морковь, все хорошо, а вот как-то, ну, вам не ведет. Вот я бы даже сказала, что многие из вас даже не знают, что такое настоящее женское тепло. Что такое женская забота, да? Ну, может быть, так, слегонца вы это, конечно, ощущали на себе, но вот по-настоящему вы это либо же не чувствовали, вы даже, может быть, не знаете, что это такое, либо это было очень и очень давно, что вы за этим уже просто, ну, истосковались, вы соскучились, и опять-таки кто-то даже отчаялся, что вообще вы это испытаете в своей жизни. Вы человечек на самом деле такой, ну, довольно светлый, да, вы пытаетесь помогать другим, вы пытаетесь всегда, вот, ну, чем могу, помогу, да, хоть словом, хоть делом, хоть деньгами, к вам всегда можно прийти, ну, просто даже вот поболтать, да, у кого-то может даже проиграться, что, может быть, даже на работе, там, либо же по соседству, там, ну, где угодно, вот как-то люди к вам тянутся, люди могут, даже, знаете, вот бывают случаи, когда ну, просто там, я не знаю, в магазине за хлебом, да, вы стоите, и совершенно незнакомый человек начинает вот вам свою жизнь рассказывать, да, либо же там в автобусе где-то вы едете. То есть люди вот чувствуют вашу такую теплую, светлую энергетику, к вам люди тянутся, и даже незнакомые люди. Напишите, кстати, давайте сделаем снова маленький опрос. Вот есть такой момент в вашей жизни, что вот, ну, реально люди к вам тянутся, даже незнакомые. Вот напишите, были у вас такие случаи, когда какой-то вот незнакомец, да, либо же женщина, либо мужчина, без разницы, просто вот начинают с вами разговаривать о том, о сём, о жизни, да. Далее, вы человечек, который всегда, в общем-то, смотрит в будущее. Вы стараетесь жить будущим, да, вот как-то строить какие-то планы, надежды. Хотя иногда, конечно же, вас накрывает, иногда можете ностальгировать, вспоминать о прошлом. Ну, как-то вот, знаете, вы очень быстро это все отметаете, потому что прошлое у вас болезненное было. Были многие такие болезненные моменты, которые вам бы, ну, если честно, не хотелось бы вспоминать, а может быть, даже хотелось бы забыть, как кошмарный сон.
Вот вы человек, знаете, кто-то богатый и финансово, да, а кто-то из вас богат и душой. Это то, что я вот только что, в принципе, озвучила, да, то, что вы очень открыты к людям, вы общительный, вы, в общем-то, компанейский человечек, но глубоко вот несчастный в душе. Вот почему-то, ребят, уж простите, да, говорю то, что чувствую, вот такая информация мне идет. Вы человек, который, как ясно солнышко, хочет всех обогреть, старается всем помогать, всех обогревать, но с такой израненной душой. Вот настолько вот кто-то из вас вот однозначно может чувствовать себя безумно одиноким. То самое одиночество в толпе. Поэтому вот как-то так печально. Немножко у нас сегодня сигнификация. Давайте будем смотреть, какие же перемены вас ожидают. Я буду рассказывать разные ситуации, а вы уже переворачивайте под себя, кому что подходит. Потому что это общий расклад, не забываем об этом. Ух ты! Сразу же у кого-то из вас вот проиграется путешествие. У нас падает дорога, да, кто-то это поедет, может быть, на моря, океаны, может быть, просто кто-то на речку, на природу поедет отдохнуть. Ну, то есть намечается отпуск. Причем это будет такое очень позитивное времяпрепровождение, это будет очень такое кайфовое время, ну пусть даже неделя, если это будет неделя отдыха, но вы получите массу таких, знаете, позитивных эмоций, впечатлений, знаний, может быть, даже. Причем, я думаю, что вы будете гулять там и днем, и ночью. Вот просто наслаждаться и природой, людьми, может быть, да, вот просто кайфовать под звездным небом, так сказать. Кто-то из вас, может быть, даже скоро, ну, то ли прыгнет по карьерной лестнице, да, вот, либо же вы что-то купите себе, вещь какую-то, ну, вещь, которой, ну, реально можно похвастать, да, перед друзьями. Кто-то, может быть, машину купит, дом, либо же еще какую-то, ну, такую ценную вещь, да, вот мужчины, допустим, я знаю, любят очень часы, да, дорогие часы, но это как-то и ваш статус подчеркивает, да, ну, то есть многие, я не говорю, что все, но то есть вы что-то приобретете, чем можно будет, ну, так, прихвастнуть. Кто-то из вас решит кардинально изменить свою, может быть, ну не то что внешность, хотя опять-таки кто-то даже реально, может быть, внешность захочет поменять, похудеть. Может быть, сядете на диету, там в спортзал начнете ходить, да, то есть захочется стать более подтянутым. А виной всему то, что ваш глаз начнет гореть. И глаз начнет гореть просто потому, что вы плотненько заинтересуетесь одной раз прекрасной женщиной. И, конечно же, вам захочется лучше выглядеть, да, кто-то обновки себе прикупит. Поэтому, мальчишки, смотрите, кто там в вашем окружении, да, ну влюбитесь, ох, влюбитесь. Причем, знаете, у кого-то из вас может проиграться, что будет, ну, такой то ли привет из прошлого. Это может пожаловать, ну, то ли бывшая, да, вот как-то, либо же через других подсылать людей к вам, да, вот плести какие-то интриги. И снова здесь будет акцент на деньги, чтобы с вас что-то поиметь. Но я думаю, вы закроетесь от нее, закроетесь до такой степени, вплоть до того, что приукрасите, да, что вы такой бедный несчастный, и вы без денег, да, ну, то есть это будет такая сказка про белого бычка, но только чтобы ей ничего не давать. То есть держите ухо востро, у кого бывшая пожалуется сказками, сразу же захлопните дверь, потому что это не из-за большой любви будет, не из-за какой-то романтики, а вот именно в корыстных целях. Далее, что еще вас ожидает, какие перемены? Кто-то из вас захочет, ну, может быть, поступить на второе высшее, может быть, какие-то курсы пройти, да, это может быть даже другая работа, чтобы как-то то ли переквалифицироваться. У кого-то, может быть,
повышение квалификации плановое, да, и вы, знаете, вы будете с таким усердием это все делать, вот изучать, причем вам будет нравиться. Кто-то из вас захочет познать что-то новое, да, вот вы будете как будто для себя черпать какую-то информацию, ну, может быть, кто-то захочет даже языки выучить, и такое бывает, да, кстати, я сама тоже почему-то меня так переклинило, вот захотелось вспомнить, да, так напомнить себе, вот почему-то плотно английским я сейчас тоже вот занялась. Ну вот я кайфую от этого. Я и раньше, в общем-то, его знала, но кое-что подзабылось, но хочется сейчас напомнить. Вы человечек, который, знаете, вот кто-то из вас поставит себе, ну, такую грандиозную цель. Опять же, эта цель будет у каждого своя. Скорее всего, я так думаю, что это... Ну, давайте уточним, да, что мы будем думать, гадать. У кого-то это будет цель, вот именно, либо же создать свое дело. У кого-то это будет цель завоевать женщину, да, вот, которая понравилась. Вот вы настолько будете упорствовать, потому что вы, ну, человек, который четко идет к поставленной цели. Будете добиваться, пока не добьетесь. У кого-то это может быть, да, вот вы, допустим, запланировали себе что-то, либо же какое-то желание, да. Вы не успокоитесь, пока не добьетесь этого своего такого, ну, реализации желания, назовем это так. Далее ждет нежная такая, нежная и страстная любовь. Я уже говорила, да, что вам понравится женщина, но это будут такие, знаете, очень теплые отношения. Это не какая-то двуразовая встреча, это не романчик, а вот именно когда соприкасаются, вот когда целуются души, да, вот есть такое выражение «поцелуй души». Вам настолько будет комфортно. Это будет, знаете, боже, у меня снова мурашки побежали. Вот это да. Это будет, знаете, человечек, который будет вам нравиться и внешне, и фигура. Вот будет казаться просто идеальной женщиной. Вот вы не будете замечать у нее каких-либо недостатков. Это будет человек, с которым вы будете абсолютно на одной волне. Это будет такая очень красивая новая история любви в вашей жизни. Далее. Те, кто сейчас находится в отношениях, я имею в виду токсичные отношения, будет какая-то вот ситуация у вас, что как будто взглянете другими глазами на свою женщину. И вы вот, ну, чуть ли не в одночасье поймете, что как же вы устали, как же вам хочется тишины, покоя, да? Несмотря на то, что я не скажу, что вы прям кардинально разлюбили эту женщину, да, но вот этот холод, вот эти все передряги, вранье, которое есть между вами, оно вас до такой степени напрягает, до такой степени вы устали, и хочется, ну, просто банального, простого такого покоя. И кто-то из вас, конечно же, я думаю, все-таки решится, ну, либо же разорвать эти отношения. Если это брак, то вы, может быть, даже сами пойдете развод подавать, на развод заявление подавать, да? Хоть это будет очень так больно, это будет тяжело, это будет непросто. Но просто вы от этого, ну, настолько устали, настолько вам уже хреново в этих отношениях, что, ну, даже дети, я думаю, здесь маловероятно, что удержат вас. Ну и давайте напоследок еще посмотрим. Но постоянно, вот посмотрите, мне показывают, что, ну, любовь, вот как ни крути, как ни раскладывай карты, все вокруг да около любви. Конец вашего покоя, конец вашего одиночества. Это та самая ситуация, в которую многие из вас не верят, те, кто опустили руки, да, что наладится личная жизнь, что все будет хорошо. Конец покоя. Конец, ну, покоя, это в хорошем смысле слова, потому что будут новые эмоции, новая женщина, новая любовь, да, вы не будете прозябать в одиночестве. Хотя, кстати, у кого-то может проиграться, что вы, наоборот, захотите уединиться на какой-то период, но скорее это касается тех, кто вот решатся разорвать отношения, да, да, те, кто разорвут отношения. Вот вам захочется на какой-то период закрыться, побыть в одиночестве и обдумать свою жизнь, поразмыслить, что будет, как будет, да. Кстати, кто-то из вас получит весточку от человечка,
которого вы уже, ну, наверное, даже не надеетесь увидеть, услышать, как будто это такой, знаете, очень приятный привет издалека. Но привет в каком смысле, да? Это может быть человек, с которым вы когда-то либо же дружили, может быть, работали, но разошлись пути дороги. У кого-то проиграется, что вы узнаете какую-то такую довольно, ну, не очень приятную тайну. Это может касаться вашей бывшей, это может касаться какого-то близкого вам человека. И эта тайна, ну, когда вы узнаете, вас еще больше разочарует в этом человеке, еще больше вы убедитесь, что, в общем-то, вы правильно все сделали, да, что разорвали эти отношения. У кого-то из вас развеются иллюзии по поводу определенного человека, да. Опять же, у каждого это может быть свой человек, ну, как будто откроются глаза. Это может быть и на женщину, с которой вы сейчас рядом, да, это полное разочарование, то есть думали, что, может быть, там склеивать что-то, да, надежды какие-то питали, да, а потом в одночасье просто поймете, что нет, это не ваш человек. Это может даже у кого-то проиграться, вот если вы, допустим, с кем-то познакомились недавно, не забываем, что это общий расклад. Если вы познакомились, допустим, тоже у кого-то из вас могут открыться глаза, что нет, это не та женщина, да. Опять-таки, у всех будет по-разному, поэтому переворачивайте под себя. Я вам скажу, что вот в целом у вас налаживается жизнь, да, вот единственное, что у кого вот разрыв, развод, да, этот период нужно будет пережить. А так в целом, я вам скажу, что вы идете в светлую полосу, да, и будет ощущение такое, что, знаете, вот есть такое выражение, хоть бы этот миг задержался, да, вот время вот затихни, вот хоть бы это счастье никуда не девалось, особенно вот к те из вас, кто влюбится. Поэтому вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!